Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Неожиданности и сюрпризы. События до конца июля месяца. Давайте узнаем, что нам расскажут карты. У нас сегодня две колоды. Колода цыганского старинного пасьянса и колода Таро. И если маленькие карты пасьянса в их рандомном выборе нам будут показывать больше событийный ряд, то карты Таро расскажут о том, что вы будете чувствовать, или дополнят вот эти события, может быть, какой-то нужной информацией. Конечно, будем реалистами, мои дорогие. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, о каких-то перипетиях, сложностях или радостях, наоборот. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какую-то свою ситуацию вы сумеете просчитать на пару шагов вперед. Я, открывая карты, смотрю значения. И вы тоже смотрите. Если я что-то пропустила, напишите мне, и мы это обсудим. Итак, что же для водолеев неожиданности и сюрпризы второй половины июля? Пока не вижу совпадений. Идем дальше. Любовь у вас выпадает, мои дорогие водолеи. Что же еще? Ух ты, у кого-то, смотрите, совпадает спокойное течение жизни. Так? А у кого-то еще это совпадает. Любовь, спокойное течение жизни, прочный союз. Может быть, личная жизнь у вас выйдет на первый план, и какие-то вопросы вы будете решать. Или, мои дорогие, просто отдыхать. Может быть, и есть те вопросы, по которым вы волнуетесь, тревожитесь, или была какая-то, если ссора, нож, вот может быть, об этом нам говорят, то тогда есть возможность примириться, я бы сказала. Или что-то, если идет не так, как вы бы этого хотели, мои дорогие водолеи, но все равно у вас сильная позиция, и у вас, да, сильная позиция дважды. Однако карты нам говорят, знаете, смотрите, нож, дальше идут мечи. Нож – это вот чаще какая-то ссора, которая была. Мы ее не должны обновить. Но есть еще и какая-то тревога. Может быть, знаете, карты говорят и где-то предвосхищают. Если вам захочется, у вас выпадает, посмотрите, корона – это символ власти. Вы можете как столкнуться с людьми, которые занимают высокую должность, или, может быть, вы отправитесь какие-то документы согласовывать, но может на вашем пути появиться такой человек, который или не соглашается с вами, или как-то он чересчур медленно действует. Вам захочется или может захотеться кому-то что-то доказывать. И тогда карты нам говорят, а ты не спорь с чиновниками. Вот конкретный нижний ряд именно так может для кого-то проиграться. Как будто это не имеет смысла. Свой гомеостаз не нарушай. У вас сейчас что-то не убыстришь. Спокойное течение жизни, любовь, взаимопонимание и, самое главное, прочный союз. Есть и люди, которые вас поддерживают. И есть, да, сомнения. Тут вот такие энергии, если мы говорим как тревога, они или месяц, это когда есть какая-то неопределенность. Что-то мы себе можем именно надумать, нам что-то представляется, ну как по Луне, но только месяц это, ну где-то наше внутреннее, если не беспокойство, то то, что мы не можем объяснить, ну вот какая-то с элементом тревоги, вот как мысли, они и могут быть. Но ведь это ни к чему не приложишь, этого нет в реальности. То, что мы чувствуем, а реальность нам говорят, она в другом ключе. У тебя сейчас любовь, прочный союз, спокойное течение жизни. По крайней мере, такими
энергиями обладает месяц, вторая половина месяца июля, по мнению цыганского пасьянса. Давайте мы немножко раскроем. На колоде Таро. Неожиданности и сюрпризы. Немного значений сошлось. И я еще продолжаю смотреть, пока перемешиваю карты. Может быть, совпало что-то еще. Но я не увидела. Но нет, я не вижу других совпадений. И что интересно, смотрите, у вас не выпала, к примеру, змея. Вот разная плоскость. У вас не совпала маска, то есть тоже какой-то скрытый враг. У вас не совпал колокол, как внезапное какое-то известие, которое где-то нас выбивает из колеи. Тут действительно вам никто не мешает. Главное, самим себе не помешать. Но вот такие энергии. Поэтому, может быть, нам карты и говорят: отдыхай. Итак, неожиданности и сюрпризы. Может быть, их нет. Нет, что-то есть все-таки. Колесо фортуны – это где-то перемены, это действительно какие-то неожиданности. Но для вас, мои дорогие водолеи, хоть камни с неба, правда, а у вас спокойное течение жизни, есть и люди, или круг людей, друзей, на которого вы можете опереться. Пусть это один человек, но в наше сложное время это уже немало. На какие-то события извне, значит, нам говорят, на тебя тоже будут влиять. И нам снова где-то про баланс, обратите внимание. Девушка на цыпочках танцует на вращающемся колесе на одной ноге. И при этом она улыбается, она расслаблена. Ей нравится этот жизненный драйв. У нее что-то получается. Может быть, сделать то, что у других не получается, вот кстати. Или вы будете видеть где-то решение проблемы, вопроса, а другие этого видеть не будут. Но вы на пороге перемен, тут конкретно нам говорят карты. И где-то карта предвосхищает, если мы говорим неожиданности. Да, это будут какая-то неожиданность, может быть, одна. И куй железо пока горячо. Когда выпадает колесо фортуны, есть что-то в этом периоде, то, что вы не сможете отложить на потом. Иначе попросту вы упустите время. Вот примите это к сведению. Нам не говорит эта карта, какая сфера жизни, потому что, ну, правильно, мы все разные. Но вот этот период будет ознаменован тем, что что-то, может быть, вокруг вас меняется. И вам с учетом этих изменений придется и свою жизнь как-то по-новому организовывать. У кого-то это будет связано с личной жизнью или с изменениями вот именно там, в этой сфере, а у кого-то перемены на работе или сами по себе обстоятельства, обстановка. Неожиданности и сюрпризы. Самое главное – знать правду. Оттолкнуться от истины. Правда и ничего, кроме правды. И никаких эмоций. В неожиданностях могут быть люди, которые обладают сложным характером, которым хочется поспорить, что-то доказывать. Хотя и есть такое значение по рыцарю мечей, как бунтарь без причины. Вот лучше не опишешь. И в то же время есть и другие как бы значения, которые характеризуют людей, которые очень пафосно нам что-то преподносят. Начинают нас убеждать в какой-то выгоде. Вот вас тоже ведь могут убеждать, что вот, к примеру, куда-то следует вложить деньги, абсолютно беспроигрышный вариант. А на самом деле истина, она где-то рядом, но не в той плоскости будет. Поэтому берегите себя. По этой карте может это значение много у каждой карты. Как раз и дополнять, и говорить, что тебе, может быть, придется куда-то либо совершить поездку, либо переезд. Может быть, и какие-то согласования с учетом того, что будет меняться. Или с учетом той информации, которую ты получишь. Но держи руку на пульсе. Иногда эта карта говорит о проверяющих. Поэтому, если вдруг вам ничто не мешает, но может быть вот такой вот ссора, да, у нас тут и тревога. Вы столкнетесь с таким человеком, возможно, на работе, который и видеть его не хочется, а вот мы это не изменим. Поэтому где-то держите баланс вот так, и вам это будет помогать. Неожиданности и сюрпризы. Но это ваша карта. Мудрости нас призывает дважды, кстати. И увидеть то, что где-то скрытое. Обратите внимание на символы. Сова, мудрость и дважды. Потому что ворон – это тоже где-то
Мудрость и умение увидеть на пару шагов вперед. Сова, если ночная птица, то ворон как раз дневная. И вам нужно видеть во всех как 3D измерения. Есть еще и летучая мышь, и это где-то предполагается то, что скрыто. Проанализировать не только какую-то внешнюю оболочку или как конфетку, да, обертку, а вот это внутреннее содержание. Может быть, это касается каких-то ситуаций, когда нам говорят «зри в корень» и будь рационален. А может быть, это и будут конкретные люди, которые вам тоже нужно так попеременно, меняя микроскоп на бинокль, внимательно рассмотреть. Сначала, с чем-то определиться и себе не помешать. Не торопимся никуда, кстати, по этой карте точно. Могут быть согласования в высоких инстанциях. Вот вам, пожалуйста, карта власти, ведь часто проходят чиновники высокого ранга, проходят иногда и люди в погонах, или люди в форме, иногда проходят врачи, у каждого здесь по-своему какая-то ситуация. Нет смысла что-то доказывать и нет смысла слушать какие-то доказательства, но тут нужно быть на своей волне от начала до конца, держать руку на пульсе, но в то же время вас никто не должен уговорить или склонить к чему-то. Вот почему-то именно вторая половина июля. Это будет важно. Оставаться на своей волне. И пусть вам что-то не нравится, будет не нравиться. Нам всегда что-то не нравится. Но вы не должны себе и навредить, понимаете? Вот оставайтесь где-то в таких хладнокровно-рациональных энергиях, потому что какие-то вопросы вам, с одной стороны, интеллект, ведь что такое меч? Это где-то или король мечей. Это соединение интуиции нашей, а интуиция – это интеллект и прежний опыт. И плюс та обстановка, которая существует в реальности. И вот вам какое-то либо решение, либо что-то как организация своей жизни с учетом вот этих тонких нюансов вам придется в конце июня, с чем-то, может быть, и определиться. Давайте мы спросим. Неожиданности и сюрпризы до конца июля. Ух ты, тут в любом случае. Самое главное, с кем-то не поспорить, не поругаться. Императрица точно, она не делает себе что-то во вред. И энергия, несмотря на то, что есть карта император, так вот император, там больше настойчивости, там вот знаете, как кулаком по столу, есть два мнения, мое и неправильное, остальное ничего не хочу слушать. Я утрирую, безусловно, но тем не менее энергетика. А императрица нет, она со всеми склонна как раз... Лучше я договорюсь. Обойду острые углы. Там, где ровно не пройду, пройду бочком. Как-то я тут все равно изменю любую ситуацию, приму Соломоново решение, но я себе не наврежу. Никаким образом. И нам до этого момента, пока я не достала карту, об этом как раз и говорили. Пребывайте в этих энергиях. И больше на самосохранение. Не упустить какую-то возможность. Ведь это еще один старший аркан, мои дорогие, вместе с колесом фортуны. У кого-то будет смена статуса. У кого-то может быть как бы на горизонте, да, через личную жизнь. А у кого-то это и по работе. Или какая-то обстановка вокруг вас, мои дорогие водолеи, тоже может складываться для вас. Сначала непонятно. Вы как-то себе имеете свой план. И я могу предположить, что Вселенная вас может немножко перепланировать и предоставляя перед вами совсем или открывая другие какие-то альтернативные варианты. А ваша задача этого не упустить. Держите вот эту рулетку судьбы очень прочно в своих руках. И ведь нам всегда говорят, если ты куда-то опоздаешь, вот я сказала, куй железо, пока горячо. Или если ты окажешься как будто сбоку этого обода, то при развороте этого маховика тебя может выбросить наружу. А тебе придется держаться в центре. И этот штурвал не выпускать из рук до конца июля месяца. Это как будто меняет ваше качество жизни на последующий период. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.